Всем привет, друзья! Здрасте, здрасте, здрасте. Сегодняшнего бритья я ждал долго. Вчера было воскресенье, сегодня понедельник. Можно было, по идее, еще вчера побриться. Но ввиду того, каким станком мы сегодня будем бриться, я решил опустить еще маленечко, дабы, ну, не только чтобы хорошо было видно, но и чтобы весь смак вот этот вот ощутить, который я предвкушаю. Я не только предвкушаю, я... Честно сказать, я по этому станку теку как сучка последняя, прям мне так это интересно, так вот это вот прям всего, прям вот знаете, аж прям до дрожи в руках, но стараюсь держать себя, сдерживать, сопли не распускать, и, конечно же, сегодня побреемся. Наверняка вы уже поняли, за какой я станок говорю, ну, а дабы не быть голословным, вы идите на крупный план, строгайте, щупайте, смотрите все это подробно, а я начинаю, догоняйте. Ну вот, друзья, благодаря Андрею Карасеву я сегодня смогу вам показать вот эту вот красоту. Wilkinson Sloat Razor, который приходит вот в такой коробочке. Это не единственная его комплектация, одна из. Ну вот та, которая вот у нас сегодня есть, ту, которую Андрюха приобрел, я вам сегодня и покажу. Эта комплектация должна быть с ремнем для правки лезвия. Ну, обо всем по порядку. Открываем коробочку. Коробка, конечно же, сделана классно. Годы производства станка, по-моему, если мне память не ошибает, поправьте, если я не прав, с 22 года прошлого столетия и, по-моему, по 50-е годы. Wilkinson, Англия, производили вот эти вот станки. Чем эта комплектация отличается от других? Я знаю, что есть еще неделька, то есть вместо вот этой коробочки, в которой находится лента для ханингования лезвия, здесь располагаются 7 лезвий. Вот, посмотрите. А есть еще вот такая комплектация. Вот здесь должна быть лента, а ее нет, к сожалению. Ну и, наконец-то, сам станок. Посмотрите, как он располагается на специальной подставочке, которая идет практически в каждом наборе. Вот без этой подставки набора просто нет. Снимаем с нее, и вот он, наш красотульчик. Давайте я покрупнее сделаю. Налюбовались? Я сам еще нет. Давайте снимем его паспортные данные и подробненько рассмотрим, что это за красота такая. Вес станка 84 грамма, длина ручки 64 миллиметра. Весь станок полностью чуть ли не на 90, тут 87-88 вытягивает. Ширина головы рекордная 28 миллиметров, ее длина 44. Как вы сами уже понимаете, станок непростой. Здесь помимо обычных одноразовых лезвий вставляются те лезвия, которые владелец должен поддерживать в рабочем состоянии сам своими руками при помощи каких-то приспособлений, точильных камней, полировальных паст, ремней и прочего-прочего. Андрюхе по барабану. Он точит, косит, он все могет, короче, поэтому он-то, конечно, может этим заняться. А вот если кто-то, ну, скажем так, далекий от этого возьмет, тут, ребята, вопрос. Вам, скорее всего, придется искать этого человека. Итак, рассмотрим. Ручка имеет насечку, ребята, которую я никогда в жизни не видел на Т-образных станках. Она какая-то брутально готическая. Такая, знаете, прям и по цвету, и по фактуре. Разделена вот вертикальными полосами. Там, где не разделена вот эта насечка. Ну, короче, это, знаете, это как липучка. Вот в руки встал, все, никуда уже не денется. В конце здесь у нас есть ручка. Для чего она нужна? Не ручка, крутилка. Вот смотрите. Здесь мы меняем угол атаки. Как я понял. Здесь есть еще одна ручка.
при помощи этой ручки мы с вами можем освободить вот эту вот часть и открыть лезвие. Так. Вот. И мы его освободили. Вот оно, само лезвие. Лезвие, конечно же, родное. Посмотрите, там еще есть монограмма дядька с усами. А здесь нифига. А здесь дядька с усами. Ну и там еще что-то нарисовано. То ли мечи, то ли еще что-то. Сворлд — это меч вообще-то. Сам станочек. Ребята, сейчас будем вместе разбираться. Я покрутился, повертелся. Мне вроде показалось, что все нормально, что все хорошо. Но сейчас понимаю, что я опять все забыл. И будем вместе разбираться, как это все работает. Это крепеж для самого лезвия, как вы уже сами поняли. Крепеж достаточно непритязательный, но эффективный. Работает замечательно. С этой стороны все строп this side. Head strop this side. То есть голова стропы, которой вы будете ханинговать ваше лезвие, должна быть с этой стороны, как я понимаю. Теоретически. Да почему теоретически? Александр же показывал уже на канале Just Hobby у Стаса. Лента для ханингования продевается здесь снизу, вытаскивается, и вы просто вот так вот вводите. Эта сторона перекидывается и ханингует ваше лезвие, то есть заостряет его. Вот эта вот часть, она вращается. Обратите внимание, как это интересно сделано. Разделено на 3 сегмента, и каждый сегмент спиралевидной формы и вращается отдельно. После того, как открутим эту ручку, вот винт ходит, видите, внутри. У нас голова полностью может плавать во все стороны. Ну, давайте собирать всю эту красоту снова вместе и, наконец, уже приводить ее в божеский вид. Так, вставляем лезвие. Теперь нам вот этот ползунок нужно передвинуть. Все, зафиксировали. Зафиксировали. Теперь, видите? Вот, кстати, это элемент ханингования как раз сейчас проскочил. Сейчас вот здесь очень хорошо видно, что вот здесь вот внизу, видите, вон та щель. В эту щель проводим ремень, и при ханинговании просто у нас вот этот флажок будет колебаться туда-сюда и одной или другой стороной проходить по ремню, и тем самым будет лезвие заостряться. Но сейчас нам этого не надо, поэтому мы все это спокойненько закрываем, приводим в божеский вид. Так. И теперь будем выдвигать лезвие. А лезвие у нас выдвигается, видите, каким макаром? Вращаем вот этот винт. Обратите внимание, в каком месте у нас сейчас находится здесь лезвие. Как далеко от головы. Что мы можем сделать? Мы можем регулировать угол вылета. Вплоть до запредельного, если открутим совсем. Видите, как она вышла? Или наоборот, убрать его совсем и вывести из зацепления. Так, я сейчас закрутил до конца. Предложение такое, я сейчас так и оставлю. А после того, как мы начнем бриться, если это состояние, положение меня не удовлетворит, я просто каждый раз буду вот так по обороту добавлять, и тем самым мы найдем то положение, которое лично для меня уже будет комфортно. В принципе, каждый сам так для себя может сделать. Вот такая красотулечка, ребята. Со всеми необходимыми надписями.
Но стариной это все так и пышет, так и дышит. Англия, Wilkinson's World. Видите, да? Там вот надписи все эти. Вещь, конечно, что говорить. Так, а если тогда получается плаваю голову получаем? Ну нет, с плавающей что-то как-то сыкотно. Пускай так будет. Пока убираем. Благодаря Александру я сегодня смогу вам показать мыло Ай Колониале Манго, которое приходит вот в такой вот коробке, в принципе стандартной для компании. Это косметика, ну, наверное, хай-класса, ультра-класса, высшего класса. Вот такого, не среднего точно, выше среднего. Поэтому и оформление, конечно же, соответствующее. Ну, как, впрочем, и ценник. Внутри на специальном постаменте будет стоять коробочка. Вот на таком, чтобы, не дай боже, где-то что-то там не развалилось. А коробочка вот такая, ребята, керамическая. Вот эти две отметки — это следы бывшей наклейки. Здесь наклейка, вот так как контроль первого вскрытия клеится. Ну, как вы понимаете, сейчас ее здесь нет. 3,5 унции, 100 грамм. Упс. Красивое такое деревенское изделие. Ну и сам кусманчик, конечно же. Ой. Ребята, за запах Колониале можно или рассказывать, или не говорить ничего, потому что сколько бы ты о нем ни говорил, ты все равно и 5% настоящей сути этого запаха не передашь, потому что он бомбический. Сама философия компании к этому предрасполагает, но это уже наверху в обзоре. В качестве этого мыла тоже не приходится сомневаться, мы с вами его уже пробовали, что конкретно это нам покажет, узнаем чуточку позже. Но инструмент, которым мы сегодня будем добиваться хорошей кошерной пены, любезно предоставила опасная бритва РФ. Это помазочек от Мюли. Помазок фибра, как правильно вы заметили, приходит вот в такой упаковке, где есть общегражданский паспорт. То есть там все за продукцию Мюли. Обязательно будет вот такая вот штучка. Два паспорта. Двойное гражданство, что ли, или что? Ну, ладно, не суть. Сам помазок. Вес, ребята, 105 комфортных для меня грамм. Обалденный вес, то, что доктор прописал. Диаметр узла 20 мм, высота узла 55 мм, а высота ручки 50 мм. Ручка сделана из высококачественного какого-то супер-пупер обалдительного пластика, но я таки подозреваю, что это просто облицовка, потому что по весу, ну блин, на 105 грамм-то просто так пластик не вытянет. Я думаю, основную часть ручки составляет вот эта металлическая субстанция, которая здесь есть. И лично для меня это очень хорошо, очень здорово, потому что а, я люблю тяжеленькое, б, если это металл, то он вообще хрен когда развалится, и с, ну, сука, смотрится красиво, прям вообще, ну, прям вообще, обалдеть, прям душевно так. Ну и, конечно же, вы не могли не заметить вот эту вот вставочку, которая нам нужна, а я сейчас покажу для чего-то. Помните, да? У Мюли есть специальные подставки, вот туда вот она и вставляется. Но то он не запрещает использовать эту зацепочку, допустим, если у вас нет такой подставки в своих целях. Во-первых, здесь очень хорошо держаться. Во-вторых, у вас может быть своя подставка, куда это заходит. И в-третьих, ребята, это фибра. Но фибра настолько качественно сделана, что я ее даже с барсуком перепутал. И уже вы, ребята, в прошлом, по-моему, или позапрошлом видео меня поправили. Слышь, Иванов, ты там ничего не перепутал. Это же фибра. Ребята, да, на самом деле фибра. Но чтобы понять, что это фибра, вам нужно будет приглядеться только по отблеску на свете, как он сверкает. Вот об этом можно догадаться, что это фибра. Потому что внешне, посмотрите, как расцветку подобрали. Ну просто обалдеть. Но это... Ну, какая это фибра? Вот так вот, если просто смотреть, ну это барсук, самый натуральный кошерный барсук. Но нет, это все-таки фибра. Фибра непростая. Я ее уже пробовал, гонял, представление составил, об этом я поделюсь в видео. А сейчас, еще до того как, могу сказать, что, ребята, тут все в порядке. С помазком все нормально. Более подробно рассмотрим его в видео. Благодаря Денису Константинову, город Зеленоград, Москва, я сегодня смогу вас познакомить, ребята, вот с таким великолепным автошейвом. Калистар Линея Йоома. Лини Йоома, или как правильно. Ну,
Ребят, по работе я его еще не пробовал, но запах, вот, знаете, вот взяли бы ведро это налили, а ведро бы мне надели на голову, я бы с этим ведром с удовольствием бы ходил, потому что запах на самом деле бомбический, классный. Бутылочка, не скажу, что чем-то особенно выделяется среди прочих, но тем не менее фактурно качественно сделанная, 100 мл, 3,3 унции, со всеми необходимыми атрибутами, надписями и, да, собственно, и все. А дозированное горлышко у нас просто из пластика, через которое вы лишнего не вытрясете, что не может не радовать. Крышечка пластмассовая, внутри без всяких вставок, пластмасса галимая. Ну, есть, конечно, какая-то вероятность, что вы голову свернете, но по резьбе этого не скажешь. Вот закрутилось и закрутилось, чувствуется законченность движения. То есть нет желания провернуть еще. Хорошо, хорошо. Но прежде чем мы все-таки уйдем бриться, я бы вам хотел показать Truffit Hill Sandalwood, пробник этого одеколона, который у нас есть благодаря опасной бритве РФ. Сегодня будет просто свежее мнение. Я его только что распаковал, вытащил, сам еще не пробовал, поэтому вот сейчас в прямом эфире мы сразу же и попытаемся разобраться who is who. Вот теперь точно пошли бриться. На крупном плане не было Веледы, но в последнем обзоре, вот где она была, кто-то из вас сказал: Вадим, она же как пришейф еще может использоваться. Да, ребята знают, тут на бутылке написано, но, честно сказать, как-то жидкий пришейф, что-то как-то не догонял. А сейчас подумал, а что бы не попробовать-то? Ну, вот давайте его и нанесем. Бля, запах. Я бы в этом запахе жил. Классный, хороший. Так, с пришейвом разобрались, а теперь давайте уже, наверное, займемся и самим мылом. Чашечка у нас греется, само мыло, я думаю, мы замачивать не будем, пока его просто открываем. Ой, парни, что за запах? Я случайно где-то услышал такую информацию, что в iColonial при изготовлении этих запаховых композиций парфюмерных используют какую-то свою политику, якобы что эти запахи должны что-то там просветление какое-то давать, понимание и прочее. Ребят, я не знаю вот этих всех заумных штуков. Я вам по-простому, по-сермязному скажу. Запах просто абзац полный. Просто абзац. Видимо, действительно что-то они там такое придумали, и это работает, на самом деле работает, потому что запах чума. Керамическая чашка, на удивление, прикольно лежит в руке, такое ощущение, что она как продолжение руки идет. Помазок фибра, просто смочили, стряхнули лишнее, начали работать, и смотрите, сразу отклик пошел. Чашу замочил, потому что была мысля в чаше сделать пену, а вот после того, как вот сейчас вот я вот смотрю, как хорошо фиброчка-то впитывает в себя вот эту пену, я вот думаю, а есть ли смысл в чашу-то уходить? Добавил еще маленечко воды. Ребята, ну полный ля-мур тужур. Прям интересно. Ой, как пахнет. Я не пойму, почему мыло должно быть манго, а у меня прям сандалом несет. Вот несет сандалом. Не понимаю. Так, ребята, чаша отменяется. Наверное, все-таки будем по-простому, по-сермяжному, прям на лицо пойдем. Вот смотрите, у нас помазок загружен, здесь у нас еще есть. Все, что нам нужно будет, это сейчас делаем компресс, потом уходим на лицо и, чтобы довести до нормальной консистенции, просто чутка добавим на помазок воды. Все. Зачем нам чаша? Не знаю, делала что-то Веледа или нет, пока трудно так сказать. Пока просто приятное ощущение на лице, не более того. Ну и приступаем к основному священнодействию. Это как вот мы сейчас с вами оставили помазок. Сейчас я просто децл водички там так тырц, ну кончик засуну чуть-чуть и на лицо.
Ребят, я не знаю, как вы, любой станок, любое лезвие и любой помазок определяется с первых движений. Вот первые секунды, вот 15-20 секунд вы работаете инструментом, вы сразу понимаете, ваше это или не ваше. Мое. Мое. Есть определенные нюансы, о них я скажу в конце, но они в работе не мешают. Я могу констатировать, что они есть, но мешать они не мешают точно. Возможно, они сделаны специально, чтобы как-то именно такой была работа этого помазка. Пока не разобрался, но за те минуты, что бреемся, я думаю, успею. Поехали. Еще водички. Вот сейчас обратите внимание, на каком расстоянии он до кожи. Вот так вот. Дальше его продавить можно, но вы не станете, потому что это уже будет чрезмерно. Это все равно, что гвоздь забивать не молотком, а своебойную машину протащить и пизды кляля. Нет. То есть вот это комфортно, это хорошо. Вот. Ну смотрите, как он так прям уже форму принимает. Пойдем, у меня все готово. Не знаю. Ну вот вам и пена. Ай, колониале. До сих пор не пойму, где тут манго? Ярко выраженный сандал. И сандал причем кошерный. Обалденный сандал. Ребят, я сандал люблю, я его знаю во всех обличиях. Здесь он есть точно. Почему манго? Может, как-то там на какой-то стадии произошла путаница. Я ничего не делал, ничего не подкручивал. Это место, как мы вот с вами оставили, вот он до конца так закручен, и так оно и есть. Сейчас попробуем. Возможно, я не знаком с работой этого станка, возможно, это транспортировочное состояние. То есть, если вы куда-то собрались, вы так вот просто раз, вот так вот в эту позицию ставите и дуйте себе, пожалуйста. А возможно, это уже можно бриться. Вот сейчас во всем этом разберемся. Дерет. И причем дерет нехило. Так где-то полоборотика, наверное, вот так вот. Все еще дерет. Так, ну уже меньше. Блин, что-то мне кажется, я слишком его выставил. Так, еще раз попробуем. Так, а можно ли здесь как-то угол изменить? Так, вот что. То есть он вот так вот гэшка и будет, да? Я имел в виду, что может быть есть какая-то вероятность того, что вот так вот его больше загнуть. Но видите, когда я это делаю, то сразу же лезвие выходит из зацепления. Так, у меня не покидает ощущение, что я что-то тут пускаю. Так, а что если мы сейчас перевернем это лезвие? Так, у нас картинка была в ту сторону. Где тут картинка? Вот она картинка. Теперь переворачиваем.
Все. Здесь закручиваем. Здесь закручиваем. Что-то, ребята, или лыжи не едут, или я. Поднимается. Это что-то я делаю неправильно, что ли? Ну вот сейчас вот на полностью закрученной вот этой пипке, это тогда, когда лезвие выведено и полностью из зацепления, ну оно туда максимально глубоко спрятано, получается, что станок дерет, и когда я бреюсь, он зарывается в волосах, и я когда провожу, вот это лезвие даже чуть-чуть приподнимается, вот так вот маленечко, не знаю, вы видите, не вы видите. Ну, в принципе-то это ненормально, так не должно быть, да? На полоборота отпускаю, это проходит, ну, меньше становится. Ребят, вы, конечно, извините, но, пожалуй, я, наверное, возьму тайм-аут. Потому что я чувствую, что вот с такими темпами толку-то не будет нифига. Я вряд ли побреюсь. Не ссать, стоять, бояться, бриться. Так, омолодим. Не покидает ощущение, что что-то в настройках не то поставил и пытаюсь бриться. Хотя на самом деле нужно было это сделать. Вот что-то вот такое вот есть. Было бы здорово, если бы Александр и... А кто у нас? У нас два человека, все, Андрюха и Александр, все, я больше никого не знаю, кто вот такими станками брился. Вот именно вот этих двух людей было бы интересно послушать. Ну, с Андрюхой я быстрее спешусь, чем с Александром. Вот если Александр скажет свое слово, ну да, было бы здорово, что я не так вообще. Ну, когда натягиваешь, ну, четко полегче. Не намного, правда, ну так, нормально.
Снял так себе. Мыло на лице осталось, да ее красоты. Это еще на Третью мировую войну хватит, еще останется. То есть мыло дофига. Мыло, несмотря на то, что там везде написано манго, до сих пор беспардонно, совершенно неприлично несет сандалом. И сандалом так зашибись, что просто я офигеваю. Ну, начинается. Продолжаем. Так, чуть-чуть намочим. Пена сейчас не та, потому что я воды сюда бухнул сверх нужного. Но все равно компенсировать это не буду добирать в баночке. Сейчас попробую вот это вот полужидкой. Посмотрим, что получится. Нет, что смотреть, я уверен, что справится. Но просто интересно, как вот на такой субстанции пройдет то лезвие. По сути, там же кусочек опаски, так-то разобраться. Вот и посмотрим сейчас, что будет. Ширина головы такова, что в моей обычной манере тут уже не пролазит. Знаете, такой задир идет, что еще чуть-чуть. Не, лучше уже так под углом еще раз пройти. Вот здесь нормально. Сейчас я думаю, что даже это очень хорошо, что на день позже стал бриться, хоть кожа лишняя отдохнула. Ну и против шерсти. Ну, посмотрите на это мыло. Третий проход, когда вернее уже, когда второй раз по мазкам работали, я воды даже бухнул настолько, что практически в 2 раза разбавил консистенцию этой пены. И казалось бы, прямая такая вот, знаете, вот прямой вектор целеуказания, все, абзац, иди еще набирай мыло, не хватит. Все хватило. Все хватило. Знаете, такое ощущение, что вот этой ленты все-таки не хватает. Была бы она здесь такая бжик-бжик-бжик-бжик-бжик-бжик-бжик, и все, и сейчас было бы по-другому, но нет у меня этой ленты.
Да, у меня есть ремень, да, у меня есть самодельная деревяха с кожей и с лошадиной, и с коровьей. Но, блин, туда это лезвие загонять? Не, я бы не стал, наверное. Вот этой ханинковальной ленты все-таки не хватило, конечно. Прям сами видите, да? Когда против шерсти иду, она тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Бросай нахер. Ладно, все. Я уже близок к тому, чтобы прислушаться. Действительно, бросай нахер. На ровных идет. Не так бархатисто, как хотелось бы, но тем не менее. Да, цепанул. Ну, к чести сказать, в одном месте. Я даже помню, как я это сделал. До сих пор удивлен, почему только в одном месте. В самый раз вся ряха должна быть в кровище. Так, ну ладно, ребят. Пожалуй, все. Мучить я себя не буду. Представление о станке я получил. Что сказать тоже есть. Не хочу сказать, что я его понял. Но о первом впечатлении это сказать точно могу. То, что оставили, далеко, конечно, от совершенства. Это бомжеватый дельфин, который отбился от стаи, собирал где-то непонятно креветок с целью сдать, а потом пришел, все его увидели, он весь зарос, и потом ты хоть приведи себе маленький порядок, он что-то так бжик-бжик-бжик, и вот где-то вот эти штуки все-таки остались. Но тем не менее, внешне так уже визуально достаточно неплохо. Ну а сейчас автошейф. Каждый раз, когда набираю раковину воды для компресса, блин, Иванов, а давай холодненький. И почему-то рука сама тянется и все это переводит на теплую. Так, ребята, вот кстати, чем не повод-то доктора использовать. Так, опустили. Угу, пошло. Не щипит, но я чувствую, как работает. Алюмокалиевая. Кислая. Так, ладно, ты там пока заживай. Ну и подгон от Дениса Константинова. Денис, огромное тебе спасибо за такую царскую, скажем так, презентацию. Ну, давай посмотрим, что у нас тут получится. I love you, baby. Ай, хорошо. Он какой-то сдержанно, изысканно комфортный. У него есть ярко выраженный запах, но этот запах не кричит и не перебежит впереди тебя. Я вот такой. Нет, но он всегда с тобой. Вот сейчас вот я его ощущаю, и хочется в нем купаться. Запах обалденный. Вы знаете, я бы, пожалуй, сказал, что это один из моих любимых запахов при условии, если вот эта штука сейчас через 3-5 минут высохнет и следа на лице не оставит. Так что, знаете, там какая-то испаринка была, там или какая-то пленочка, или еще что-то. Вот если этого не будет, бомба. Есть определенные нюансы, что не будет. Я вот уже в половину не чувствую. Ну давайте посмотрим, загадывать не будем. Калистар, Лени, Леома, Йома. Ну, насколько я знаю, Йома всегда делала хорошие вещи. И вот то, что у нас раньше было на обзоре, они тоже были зачетные, тоже классные. Да. Запах кошерный. Кошерный, хороший запах, прям замечательный запах. Он светлый.
Он светлый, нет какой-то химозы, отягощающей такой, знаете, чтобы вот как дало вам, типа, что вот меня много, я вот такой, нет. Он сбалансированный, изысканный и очень хороший. Вот зимним я его навряд ли представляю, а вот что-то, знаете, весенне-летним, да, очень даже может быть. Саковый вообще никак не связан с природой, с растениями тоже. Это, знаете, как брызги радуги какой-то. Вот. Ну, только Райнбоум, пожалуйста, не это. Нет, конфеты тут вообще ни при чем. Обалденный запах, шикарный, хороший запах. Денис, еще раз спасибо. Обалденная штука. Ребят, я не знаю, сколько он стоит, но если где-то в пределах, скажем так, до 600 рублей, есть повод задуматься. Хорошая штука, обалденная штука. Прям очень приятно, очень приятно. Почему именно до 600? Свыше 600 там уже другие подключаются, там уже можно будет как-то поковыряться. А до 600, я думаю, мало ему будет конкурентов. Угу. Вещь. Даже может быть до 1000 мало ему будет конкурентов. Хорошая штука. Ну и вот этот вот баллончик Truffit Hill, который называется Sandalwood, мне, честно сказать, даже страшно открывать и пробовать, потому что еще там на крупном плане его чуть-чуть приоткрыло, меня это так, знаете, так прям впечатлило. Да. Ну, прокачался. Обалденный запах. Я бы с удовольствием такой одеколон поимел. Ну, в смысле, завел бы в своем хозяйстве, а не автошейв. Потому что запах на самом деле классный. До сих пор я считал, что Sandalwood самый лучший у Dior Harris. Возможно, я ошибался, ребята. Truffit Hill-то, ого-го. Я не скажу, что он лучше Dior Harris, они разные. У Dior Harris он какой-то, знаете, насыщенно ярко выраженный, кричащий. Это, знаете, как бомбическая сила. Вот он пришел, кругом вот так все завибрировало, настолько он, знаете, всепоглощающий, заявляющий о себе. То есть он где-то, у него все на максимуме. Это как вы музыку пишете, и у вас нет никаких ограничений там на 12-24 дБ, а вы сразу все на максимум как врубили. У вас вот эти бегунки в красной зоне уже давно и херачат. Остановись, ты что делаешь? Пофигу, мне нравится эта музыка. Вот, это Dior Harris. Он давно уже в красной зоне, он туда перешел, и он там доминирует сверх всякой нормы, и он просто вот фигачит. А это Dior Harris. Это неплохо. Просто кому-то это заходит, а кому-то нет. Вот мне это не зашло. Андрюхе Карасеву это просто вот импонирует, это его все. Ну вот как-то так. А здесь нет, здесь все по-другому. Здесь баланс и гармония. И причем так вот оно вот такое, знаете, вот это вот все, вот, оно вот так переплетается, из одного в другое переходит, нет никаких острых углов, а есть просто, вот знаете, вот четко сбалансированное, выверенное, и там, где заканчивается одно, тут же начинается другое. Это просто гармония. Гармония запаха, гармония вкуса, вот что-то вот такое есть. Обалденный запах. Обалденный. Пока я его разноплановым не ощущаю. Вот в том запахе, что сейчас здесь есть, я от силы, может быть, слышу 4, 5, 6 нот. Но те ноты, которые я чувствую, они просто, они манят, они неприлично какие-то хорошие, они неприлично симпатичные, какие-то вот такие вот они. Обалдеть, хороший запах. Хороший, просто обалденный запах. Ну и, как водится, у Truffit Hill, да, хорошие запахи они умеют делать, но что-то с ценообразованием у ребят, ну и я их могу понять, фунт стерлинг, то все, Англия, тем более у них там сейчас свои, тоси-боси, что-то там они там с брекетсом не могут разобраться, опять же европейцы говорят, слышь, пацаны, вы валите, только денег дайте, а денег тоже что-то неприлично попросили, поэтому может быть отсюда такое ценообразование, я фиг его знает, я не могу сказать. Ну, блин, на самом деле это не скромно. В России это в пределах где-то, 7,5-8,5. Ну,
Это не одеколон, я вам скажу, за 3 косаря. Пошел он взял там что-нибудь. Нет, ценник-то серьезный, конечно, но это запах. Скажем так, это не расхожий. Это уже цена такая, знаете, что у кого действительно есть деньги. Не для нас с вами. Вот типа того. Для них с ними. Вещь, ребята. Truefit Hill сандал — это вещь. Кто любит сандалы, кто их коллекционирует и у кого лавы позволяют, ребята, точно не ошибетесь. Никакой химозы. Одна сплошная гармония и просто взрыв вкуса. Так вот все сбалансировано, красиво завязано. Обалденная штука. Так, мыло. Я его уже тут маленечко окунул в холодную водичку, постарался все вымыть. Вы знаете, я начинаю верить в политику компании, которая говорит, что, ребята, у нас не просто запахи, запахи основаны на какой-то там восточной философии, чтобы у вас была полная гармония с внутреннего с наружным, чтобы, если что, так вот вам всегда ветер в спину и к магазину. Нет, это из другого, не пора ли к магазину. Короче, ребят, здесь на самом-то деле все классно, все хорошо. Но с ценой, как всегда, ребята тоже так маленечко поигрались. То есть по разным источникам она получается где-то от 35 до 65 баксов евро. Ну, 35, да, тут как бы есть о чем поговорить. Все-таки 100 грамм мыла. 60, ну это, конечно, маху дали. Маху лучше не давать. Лучше 35, оно понадежнее-то будет. В общем и целом упаковка 5, запах 5, пенообразование 5, долгожительство пены 5. После прохода станком остатки на лице 25, там очень много его осталось. И скольжение станка 5. Я не вижу ни одной маленькой, даже самой масипусенькой, такусенькой, вот, знаете, вот такой вот звездюленький, чтобы взять и докопаться и сказать, ну вот хорошее, но, ребята, здесь нет но. Здесь есть просто хорошее мыло. Здесь все равно ставить не буду. Почему? Возможно, из-за того, что сегодня в обзоре переизбыток шикарных запахов. Возьмите автошейф, возьмите Веледу, возьмите мыло. Это все, это просто бомбические запахи, просто офигительные запахи. Для меня не совсем понятно, откуда здесь взялся запах сандала. Где тут что, как перепуталось, как оно могло, может откуда-то занесло. Но запах обалденный, ребята, просто обалденный запах. Это не мыло, это действительно хай-люкс. Можете ли без него обойтись? Да легко, конечно. Но если вы ищете, чем себя побаловать, чтобы я себе такое взял вот на день рождения или на Новый год, чтобы вот мне хорошо было. Вот, ребята, вам сразу станет хорошо. Хорошая штука. И спасибо Сашке, что дал возможность вас познакомить с этим мылом. Да, необычное, да, в керамической упаковке, да, какое-то оно такое, но такое вещь, однозначная вещь. Только финансовый вопрос. Все. Это все те ограничения, которые я вот могу со своей стороны сказать. Если их нет, 100% можно рассматривать как вариант для приобретения. 9,5 я бы этому мылу с удовольствием вляпал, полбалла заберу. Ну, может быть, еще не нашел, то единственное, самое нормальное, хорошее мыло. Станок на опосля, помазок. Ребята, фибра высокого качества, хорошая, обалденная фибра. Фибра непростая, фибра выполнена, скажем так, в лакшерном исполнении. То есть это стиль лакшери. Если вы не гонитесь за этим стилем, вполне себе подобный узел вы сможете найти где-то еще. Здесь дело, наверное, по большей части не только в узле. Я не могу сказать, что здесь вообще дело не в узле. Здесь все вместе завязано. Здесь и шикарный узел, и шикарная ручка. И вот за все это вместе, скорее всего, Мюллер и попросит денег. Диаметр 20 мм. Поначалу меня это расстроило. Думаю, ну что это за зубочистка такая? Ну там вот 25, 28, 30 это да. А тут что 20? А нет, ребята. Про эти 20 вы тут же забудете после того, как начнете работать. Потому что каким-то чудесным образом он метаморфирует. Как только вы коснетесь себя, первое, что вас встретит, это его хобот. Нет, не хобот, не жало. Стержень. Он упрется вас стержнем. И я как только это почувствовал, я расстроился. Думаю, ну абзац, еще один он европеец, типа Эпсилон и кто у нас там, Вилон. Думаю, ну нафига Казик Баян, ну зачем это люди делают?
У меня эта мысль даже начаться не успела, потому что этот стержень тут же пропал, и он перешел в объем махом. Махом. Он просто, знаете, вот такое ощущение, что вот этот стержень, это как вот как стыковочные датчики на кораблях Союз Аполлон, вот на всех космических. Он просто, знаете, вот тыкс и обозначил. Все, клиент тут на месте, можем работать. Он тыкс, пумс, тут же переходит в объем, и этим объемом начинает шарошить. Здесь не тот объем с шариком, который я так люблю и который встречал на других помазках. Здесь просто объем. Но, ребята, он какой-то нормальный, он какой-то интересный. И нет даже малейшего сомнения в том, что вам этого объема не хватит из-за того, что здесь диаметр 20 мм. Вот как все дела обстоят. Пену он сколошматит, ой-ой-ой. Себя собирает, тоже хорошо. Промывается, вот он опять готовый к работе. Ребята, если вы ищете хорошо выполненный и не дешевый помазок в кошерном исполнении, и смотрите, где бы это, что бы это, как бы это. Ребята, не ходите в сторону всем известной фирмы, которая там по 300, 400, 500 евро просит за помазок. Ближе есть. Да, он дороже, чем все остальные. Но это хотя бы будет помазок. Помазок, классный помазок, который будет вас брить, а не та сопля, которую за 200-300 евро вам могут предложить. Поэтому, ребята, однозначно зачет. И спасибо опасной бритве, что дали возможность вас с этим познакомить. Мне понравился. Понравился и прям такой он. Вот не добавил еще вес. Вес подкупает. Вес сюда, знаете, как вишенка на торт. Прям это не какая-то пустышка, которую вы раз в руке потеряли, а вы взяли, так взяли. Вот что-то тут есть такое. Классная штука. О, доктор сработал, нигде ничего не течет. Пленка пропала. Нету пленки. Ребята, зачет. Однозначно зачет. Иома рулит. Вещь, хорошая штука. Ну и боль, печаль, радость моя. Ребята, станок эстетически, конструктивно, инженерно выверенное изделие. Здесь нет ни одной лишней запчасти. Здесь нет каких-то вещей, которые были бы просто не к месту. Здесь есть только то, что приятно брать в руки, и глаз радуется. То есть, знаете, это как маленькая какая-то такая вот головоломочка, машиночка, которой хочется там, вот тут винтик, тут шлепочка, тут пришлепочка, вот тут эта штучка, тут дрючка. И вы знаете, вот это все просто офигеваешь от этого. Классная штука. Можно ли им побриться? Ну, вы видели все сами. Кому можно им бриться? Ребята, точно не мне. И не многим другим, таким же простым людям, как и я. Почему? Мне кажется, этот станок могут себе позволить лишь люди, которые сами умеют хорошо точить. Ну вот как Андрюха Карасев, например, как Костя. Те люди, которые знают таких людей, и которые без труда могут дать им этот станок и сказать: блин, Андрюх, что-то не то. Я вот больше чем уверен, что вот сейчас был бы этот станок у Андрея, он бы, блин, что-то не то. Пошел штыр-пыр, 8 дыр, где-то там что-то погладил, где-то пробежался, и все, и он побрился бы нормально. Я больше чем уверен, что Александр так сделал. Тем более, что у Александра есть даже холлинговальная лента. Видели, он там на камеру показывал, работал. Здесь этой ленты нет. Но тот человек, который не умеет точить эти лезвия, не умеет доводить их до ума, ребята, вы просто на него любоваться будете. Вот сегодня, пока я брился, там пару-тройку раз было, что я пожалел, что памперсы не одел. Потому что были памперсы, было бы легче. Но памперсов нет, поэтому воску в кулак, иди дальше. На самом деле комфортного бритья сегодня не было, потому что драло как надо. Я не пойму из-за чего. То ли я с настройками что-то там перехимичил, то ли лезвие, вот ханинговальной вот этой ленты не хватило, чтобы, знаете, как опаску, перед каждым бритьем 30, 40, 50 раз вот прогнал на сторону, и только после этого иди брейся. Почему? Почему нельзя сразу опаску заточить, а потом бриться и там неделю, 2, 3, 5, побрился, заточил, побрился, никаких ремней, ничего не надо. Почему? Ну вот, все-таки это опасное лезвие. То есть там своя РК есть, и перед каждым бритьем, каждый раз, когда вы проводите ее по ремню, вы эту РК убираете, во-первых, лишнее, во-вторых, вы заостряете ее еще лучше. И я не думаю, что вот эти вот все ребята, которые вот тот же самый Эдуард Седых и прочее, просто раз вытащил бритву, показал волос, как там тыр-пыр. Скорее всего, он перед этим на ремешке-то ходит. Не знаю, насколько подтверждается теория, что если бритва просто лежит заточенная, она тупится. Я не знаю, не могу сказать. Но некоторые об этом говорят, и говорят вполне себе серьезно.
Поэтому вот, пока до меня дошло, вот это вот произведение искусства, пока оно полежало, вполне вероятно, что там может быть какая-то микро такая вот штука и появилась. Будь у меня эта ханинговальная лента, я бы вставил ее, как Александр, жик-жик-жик-жик-жик, и все, и в путь. А у меня ее нету. Или для фанатов, или для тех людей, кто с заточкой на «ты». Всем остальным, ребят, я думаю, вам светит только любоваться, не более того. А тут любоваться есть чем. Потому что станок, блин, ну какой он собака красивый, прям. И в руке такой, знаете, такой, ух, сбитый такой. Каждый раз, когда на него смотрю, думаю, блин, вот умели же люди делать, да? Вещь, однозначно вещь. На этом, пожалуй, что и все. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. И поменьше попадаете в такие, знаете, нестандартные ситуации. А если уж попали, то постарайтесь из них выходить как можно с более прямой спиной и поднятой головой. Не как некоторые сутулые, носатые. Ну вот как-то так. Добро, ребят. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.